Всем привет! Сегодня хочу вам предложить максимально простой рецепт для приготовления просто хлеба на закваске. Этот рецепт достаточно быстрый, простой. Молочный хлеб на закваске, этот хлеб у нас будет с медом. Получается этот хлеб очень мягкий, с белоснежным мелкопористым мякишем и тонкой хрустящей корочкой. Вы удивитесь, насколько быстро можно приготовить такой базовый формовой хлебушек. Очень вкусный и очень приятный и ароматный. Как всегда на своем канале я буду делиться максимальными подробностями так, чтобы у вас все получилось. Ингредиенты для этого хлеба сейчас вы видите на экране, они также есть в описании под видео, и давайте готовить. Сегодня на кухне у меня немного теплее, чем обычно, 25 градусов по Цельсию, это примерно 76 градусов по Фаренгейту, даже 77. И давайте измерим температуру молока. Температура молока где-то у меня 24,5 градуса по Цельсию или 76 по Фаренгейту. Я уже подготовила большую чашу и в общую чашу вливаю молоко. Молока здесь у меня 250 грамм. Сюда же добавляем 1 столовую ложку меда, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, не так важно, 1 столовая ложка. Все хорошенечко перемешиваем до полного растворения меда. Я обещала максимально простой рецепт, это действительно так и есть. Все ингредиенты добавляем здесь сразу. Сюда же добавляем 1 чайную ложку без горки соли. И снова хорошенечко перемешиваем до полного растворения соли. Ставим чашу на весы, обнуляем весы и будем добавлять закваску. Закваска здесь у меня стопроцентная пшеничная. Я ее уже подкормила заранее, у меня здесь ее много и понадобится нам достаточно большой объем. Закваски по рецепту сюда идет 230 грамм, она должна быть на пике. Закваску свою я вчера достала из холодильника и вечером покормила и оставила на столе до утра. К утру она поднялась и даже уже начала оседать немножечко, поэтому утром я ее снова немножко покормила и дождалась подъема второй раз. Закваска на пике, еще раз напомню, это закваска, которая поднялась после кормления в 2-3 раза. Хорошая закваска должна плавать вот таким облаком над поверхностью жидкости. И перемешиваем закваску с остальными ингредиентами до полного ее растворения. Ее не должно быть видно никаких кусочков, никаких частей, плавающих в молоке. Сюда же добавляем 400 грамм муки. По этому рецепту можно использовать муку либо первого сорта, либо высшего сорта, как вам нравится. Мука здесь у меня общего назначения, я использую всегда практически одну и ту же муку. Общего назначения, белок у меня здесь 11,7. И снова перемешиваем все ингредиенты вилкой. Как только большая часть муки увлажнилась, сюда же добавляем 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И продолжаем вымешивать. Всего на вымешивание у меня уходит где-то 5-7 минут. В какой-то момент вилкой уже неудобно становится вымешивать, поэтому вилочку я откладываю в сторону и начинаю вымешивать руками. Вообще, в принципе, с тестом лучше работать руками, потому что таким образом вы чувствуете хорошо текстуру и понимаете лучше тесто, на каком этапе, какой консистенции должно быть, правильно ли оно замешано, есть ли не промесы и так далее. И, как я уже сказала, вымешиваем здесь минут 5-7 до эластичности, гладкости и полного объединения ингредиентов. Готовое тесто практически не прилипает к рукам, хотя немного тянется за руками. Тесто я хочу переложить в чистую чашку, для этого я чашку смочила водой, так будет легче вынуть тесто после расстойки. И переложу его в чистую чашку. Перекладываю мое тесто в чашку в чистую, оно хорошо держит уже форму на данный момент, накрываю его крышкой и оставлю его на 3 часа. В течение этих 3 часов каждый час мы будем доставать тесто и делать ему растягивание и складывание. Оптимальная температура брожения этого теста 25-26 градусов по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту. Если у вас дома прохладнее, то тесто я обычно держу в таком случае в слегка нагретой духовке. Вот такое тесто у меня через час, вот так оно выглядит. Я вам покажу первое растягивание и складывание. Рядом с собой я поставила чашечку с водой и опускаю пальцы, чтобы смочить и чтобы тесто не прилипало к моим рукам. Мокрыми руками буду растягивать тесто. Тесто уже хорошо растягивается, я вам только что показала, как оно тянется, хорошо держит форму. И начинаем крутить чашку вокруг своей оси и складывать концы. Вытягиваем конец вверх. Тянем настолько, насколько он тянется, и складываем на поверхность теста. И повторяем все те же самые движения до тех пор, пока чашка не повернется вокруг своей оси несколько раз и тесто не перестанет тянуться. Рвать тесто не нужно, очень аккуратно с ним обращаемся и тянем только до тех пор, пока он оттянется. Второе и третье растягивание, складывание я показывать не буду, первое мы завершаем.
а второе и третье полностью одинаковое, точно такое же. Накрываем снова крышкой и убираем снова в тепло. А выпекать свой хлеб я буду вот в такой металлической форме. Размеры этой формы сейчас давайте измерим. Здесь получается у нас 11, в длину 24 и в высоту получается 10 сантиметров. И сюда же я наливаю немного растительного масла и смажу всю форму со всех сторон растительным маслом очень-очень тщательно, чтобы хлеб не прилип. У меня уже прошло 3 часа, мы сделали 3 растягивания, 3 складывания, и вот так тесто выглядит через 3 часа. Уже видно у него на донышке брожение, но это еще не все. Обильно подсыпаем муку на стол и выкладываем тесто на стол. Если чашку перевернуть вот таким образом, и если чашка до этого была чистая и сбрызнута водой, то тесто отделяется самостоятельно под своей собственной тяжестью. Несмотря на то, что это тесто выглядит плотным, оно по-прежнему достаточно липкое, поэтому мука на столе просто необходима. И пальцы также можно немножко присыпать мукой. Тесто слегка растягиваем, формируем прямоугольник и, ориентируясь на свою форму, которую я поставила сверху, я буду складывать тесто вот таким образом, как бы скручивая просто рулетом. Тесто, как я уже сказала, липкое и прилипает само к себе самостоятельно, поэтому здесь защипывать ничего не надо. И это вся формовка. Если нужно, помогайте себе шпателем, потому что тесто липковатое и прилипает к столу. Подхватываем тесто и укладываем его в форму. Этот хлеб получается достаточно крупным, и тесто занимает половину формы. Тесто это будет еще стоять и подниматься, поэтому ему нужно это место для подъема. Подниматься тесто будет в 2 раза как минимум. Поэтому ориентируйтесь на свою форму. У меня эта форма достаточно большая для хлеба весом 800-900 грамм. Все хорошенечко утрамбовываем тесто по форме, так чтобы оно равномерно расползлось по всем сторонам. Чем равномернее вы его положите, тем более аккуратной у вас будет буханочка. Сверху я тесто также сбрызгиваю водой. Я это делаю для того, чтобы пищевая пленка не прилипла к поверхности хлеба и не испортила нашу красивую будущую корочку хлеба. Ну и все наши действия с хлебом практически закончены. Теперь хлеб будет стоять при той же самой температуре 25-26 по Цельсию, 77-79 по Фаренгейту. Стоять оно будет еще 4 часа у меня при этой температуре, до тех пор, пока не поднимется как минимум в 2 раза. И выпекать этот хлеб мы будем при температуре 250 градусов по Цельсию, 482 по Фаренгейту с паром первые 15 минут. И затем надо температуру понизить на 220 градусов или 428 по Фаренгейту. И допечь хлеб еще 20 минут. Всего этот хлеб выпекался у меня 35 минут. И, кстати, через 15 минут, первые 15 минут верх очень сильно подрумянился. Я его накрыла слегка фольгой, чтобы верхушка не сгорела. И продолжала выпекать при нужной мне температуре. На температуру хочу уделить ваше особое внимание, потому что хлеб на закваске очень часто печется при 2 температурах. Первая температура посадки – это высокая температура, и более низкая температура до полного выпекания. Потому что у меня уже были несколько комментариев, когда мне люди написали, что они пекли при температуре, и у них все сгорело. В итоге оказалось, что они выпекали при первой температуре, при температуре посадки хлеба. И в итоге, конечно, хлеб у них пережарился. Вот такой красивый хлеб в итоге получился у меня. Смотрите, какой красивый, румяный. Он очень хорошо вышел, и высота общего хлеба составила примерно 13 сантиметров. Достаточно высокий хлебушек получился. Красивый и очень румяный. Сейчас мы его взвесим, чтобы посмотреть. Вот вы видите на экране 830 грамм вес этого хлеба. И давайте отрежем, посмотрим, что внутри. Режется этот хлеб достаточно мягко. Посмотрите, как хорошо входит нож. Сверху очень тоненькая хрустящая корочка, внутри он безумно мягкий. И, кстати, перед нарезкой хлебу нужно дать постоять и немного остыть. У меня хлеб стоял примерно 1,5-2 часа. Он все еще теплый. Посмотрите на это, красивый мякиш, мелкопористый, белоснежный, очень хороший, не крошится, тягучая такая у него структура. Мелкие поры, очень приятный и ароматный. В одном из прошлых видео, где я сказала, что хлеб на закваске более полезен, чем обычный хлеб на коммерческих дрожжах, я получила вот такие комментарии. Что вы по этому поводу думаете? В любом случае, этот хлеб очень вкусный, очень красивый, очень ароматный. Всем в семье в нашей он очень нравится. Этот рецепт один из самых удачных и действительно занимает минимальное количество времени.
Этот рецепт и этот хлеб по этому рецепту прощает небольшие погрешности и отхождения от рецепта. Получается у всех и получится у вас, если вы будете просто следовать шагам один за одним. Я подробно вам рассказываю все, что нужно сделать в этом видео для того, чтобы у вас, конечно, все получилось. У меня на канале в разделе «На закваске» вы можете найти различные другие рецепты на хлеба, которые вы сейчас видите на экране, и не только. Также вы можете приготовить вафли, оладушки и другие рецепты на закваске. Если вам интересно, ссылки будут в описании.